Волна диверсий на военных базах НАТО. Украина достигает целей в Курской области, а также самый большой улов военнопленных. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Белгородская область теперь в чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Что это значит? Комиссия рассмотрела ситуацию в Белгородской области, приняла решение. Чего боятся российские власти в тех областях, где не было прорыва границы? В Брянской области группировка войск на сегодняшний день по своей боеспособности сопоставима с группировкой войск в Курской области. Россия просит Украину вернуть срочников домой. Москва инициирует обмен пленными. У нас на даний час обмін інформацією відбувається. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии. Не забывайте подписываться на канал, это очень важно. Как и кнопочку «Супер спасибо», так вы можете нас поддержать. Поехали. В Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. После заявлений губернатора Гладкова, который объявил о введении специального режима в области, якобы из-за украинских обстрелов, ЧС подтвердили на федеральном уровне. Комиссия рассмотрела ситуацию в Белгородской области, приняла решение о введении режима чрезвычайной ситуации на федеральном уровне на всей территории Белгородской области. Подробно, что дает данный режим для пострадавших муниципалитетов, для пострадавших жителей, мы постараемся в максимально короткое время довести. Российские медиа уже озвучивают, что включает режим ЧС, во всяком случае, его финансовая сторона. Она включает единовременную материальную помощь в 15 тысяч рублей, это $150 примерно, при частичной утрате имущества первой необходимости 75 тысяч рублей, это примерно $750, при полной утрате 150 тысяч рублей, это $1500. Вместе с тем, пользователи интернет пишут о том, что взрыв прозвучал в центре Брянска, но эта информация не подтверждается, так же, как и другие вбросы о якобы прорыве российской обороны в этой области. Зачем контртеррористическая операция Брянской области, если там ничего не происходит? И что произошло в Белгородской области такого, что заставило ввести режим ЧС там? Мы спросили у военного аналитика. В Брянской области группировка войск на сегодняшний день по своей боеспособности сопоставима с группировкой войск в Курской области. До начала Курской операции силами обороны Украины. То есть абсолютно не боеспособные. Брянские и курские группировки, они были одними из самых слабых в составе группы войск «Север». Это Брянск, Курск, Белгород, группа войск «Север». И с учетом того, что сейчас курскую группировку пытаются усилить подразделениями с разных направлений зоны боевых действий, с разных плацдармов, групп войск, она несколько усиливается. А про Брянскую речи не идет, поскольку на нее не хватает ресурсов. Она как была не боеспособной, так и остается. Поэтому я не исключаю, что там действительно могли вводиться эти режимы с учетом опасения неких в перспективе действий на территории Брянской области, поскольку там защищаться нечем. Если там еще откроется один фронт, ресурсов попросту, чтобы как-то усилить брянскую группировку, лишнего ресурса от слова нет совсем. Президент Украины говорит, что цели спецоперации, естественно, украинской спецоперации, практически достигнуты. Хороше є сьогодні просування в Курській області. Стратегічні мети нашої досягаємо. Суттєво поповнили обмінний фонд для нашої держави. Советник главы Офиса президента Украины подмечает, что Курская операция в целом делает невозможным заморозку или прекращение огня. И логично, ведь тогда придется остановиться на тех позициях, которые есть на данный момент. Это значит, что все должны быть заморожены там, где они находятся. То есть Россия должна заморозиться со своими оккупационными силами на территории Украины, потому что тогда Курская область будет под контролем Украины. Поэтому нельзя теперь говорить о немедленном прекращении огня.
Польская прокуратура заочно обвиняет в шпионаже россиянина Павла Рубцова, одного из участников масштабного обмена заключенными. Польская прокуратура считает российско-испанского гражданина виновным и грозит ему от 3 до 15 лет тюрьмы. Рубцов, по версии прокуратуры, работая якобы журналистом, на самом деле передавал данные россиянам, маскируя все под интервью. Разглашение этих данных может нанести вред как Польше, так и всему НАТО. Еще один важный инцидент, связанный со шпионской деятельностью, произошел в Германии. На военной базе недалеко от Кёльна подозревается загрязнение системы водоснабжения. Еще подозревают саботаж, потому что также были обнаружены дыры в ограждениях. База закрыта, ведется расследование. К тому же на авиабазе в Гайленкирхене случилось нечто похожее. Ее закрыли тоже. «Голос Америки» пишет, что, цитирую, на базе, расположенной рядом с аэропортом Кёльна, находится управление ВВС Германии, отвечающее в частности за самолеты, используемые для обеспечения поездок главы правительства страны Олафа Шольца и других членов кабинета. Конец цитаты. Добавлю также, что этот аэропорт используется украинскими летчиками, которые возвращаются с обучения. Украинские военные в четверг утром заявили о том, что взяли в плен 102 российских солдата в Курской области. Это, можно сказать, рекорд. Бойцы Центра спецопераций СБУ зачистили, как они говорят, хорошо укрепленный ротный опорный пункт, взяв в плен представителей 488-го гвардейского мотострелкового полка из России и подразделения «Ахмат». Все они на самом деле не планировали сдаваться, а продовольствия и боеприпасов было более чем достаточно. Вопрос пленных теперь подняла и Россия. Украинский омбудсман заявил о разговоре со своей российской коллегой по ее инициативе, что важно. Ведь после начала так называемой Курской операции в России заявили, что не будут вести переговоры об обмене воєннопленними. Щодо спілкування, комунікації з російською стороною, я можу сказати за себе, що так, була ініціативна розмова з боку російської контрвізаві щодо цього питання. Я дуже сподіваюся, що незважаючи на публічні заяви російських засобів масової інформації, що нібито росіяни прийняли рішення призупинити якісь обміни. У нас на даний час обмін інформацією відбувається. Я так само інформую і Міжнародний комітет Червоного Хреста, і ООН, що права російських військовополонених захищаються. Ми моніторимо цю ситуацію і в будь-який час Україна готова продовжувати обмінні процеси на подставе Женевской конвенции. Военный аналитик группы «Информационное сопротивление» говорит, что количество пленных за неполных 2 недели Курской операции более 2000 человек. За неполные 2 недели боевых действий в Курской области в плену у сил обороны Украины более 2000 российских военных. Причем преимущественно это срочники. Это именно срочники, которые действительно сдавались в большом количестве, чуть ли не целыми ротами. И в целом это демонстрирует то, что они не были готовы защищать так называемую свою родину. Для них собственная жизнь была намного дороже, и они сделали правильный выбор. Они сдались в плен. Это действительно большое количество, с которым Кремлю придется считаться. А здесь идет речь о тысячах срочников. Тысячи срочников, за которыми не стоят родственники, которые отправили на войну своего, например, мужа, сына, брата с целью, чтобы он зарабатывал на убийстве украинцев деньги. Каждый месяц 250-300 тысяч рублей пересылал, получил единоразовую выплату 1,5-2 миллиона рублей. Ну и, конечно же, даже если он погибнет, а в большинстве случаев они погибают в зоне боевых действий в Украине, то их семья получает компенсацию. В данном случае от срочника ничего такого они не получают.
Въезд авто на белорусских номерах в Литву будет запрещен уже с 16 августа. Запрет будет распространяться на авто, а не на людей, то есть от гражданства водителя он не зависит. Издание «Зеркало» пишет, что на выезде из Беларуси в день перед вступлением ограничения в силу скопилось около 400 авто. А Кореи, скорее всего, скоро помирятся. Во всяком случае, президент Южной Кореи предложил создать консультативный орган вместе с Северной Кореей, который будет заниматься экономическими связями и в целом должен уменьшить напряженность. Сегодня я предлагаю властям обеих Корей создать межкорейскую рабочую группу. Этот орган мог бы заниматься любыми вопросами, начиная от снятия напряженности и заканчивая экономическим сотрудничеством, обменами личным опытом и культурными обменами, а также реагированием на стихийные бедствия и изменения климата. Мы также сможем обсудить нерешенные гуманитарные вопросы, такие как разлученные семьи и южнокорейские военнопленные, похищенные и задержанные, которые все еще находятся на севере. Мы начинаем политическое и экономическое сотрудничество. Как только Северная Корея сделает хотя бы один шаг к денуклеаризации, диалог и сотрудничество могут привести к существенному прогрессу в межкорейских отношениях. Я призываю власти Северной Кореи отреагировать на наше предложение. Сейчас эксперты оценивают уровень коммуникаций как самый низкий за десятилетия из-за ядерной и ракетной программы Пхеньяна. Президент Южной Кореи предлагает провести международную конференцию по правам человека в Северной Корее и расширять дискурс по правам человека во всех направлениях. Предлагает создать фонд свободы и прав человека и говорит, что продолжит оказывать гуманитарную помощь, чтобы помочь гарантировать право северокорейцев на жизнь. Остается добавить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты, то, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам снимать новые видео, и мы вам за это благодарны. Не останавливайтесь на достигнутом. Также не останавливайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, все это тоже очень важно. Но у меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.